Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у меня мои любимые трапециобразные вверх растущие ноготочки. Эта клиентка пришла ко мне на коррекцию, уже год мы ей делаем коррекции. В виде коррекции уже все, что можно было испортить, мы испортили. Поэтому сегодня решили все испортить перенаращиванием. Потому что вот такие вот ногти нужно постоянно поджимать, постоянно корректировать угол наклона ногтей, чтобы они не вздергивались вверх. Поэтому мы решили перенарастить, сменить материальчик, чтобы материальчик у нас лучше сцеплялся с натуральной ногтевой пластиной. И при этом самое главное — это зацепить вот эти вот боковые стеночки в материале, потому что они постоянно у нас где-то выпадают. Есть, мы снимаем полностью весь материал, убираем полностью свободный край, подставляем форму и будем заново наращивать ноготочек. И в данном случае, как вы уже поняли, основная наша проблема – это в том, чтобы зацепить вросты натурального ногтя в материале, хорошенечко с материалом это все дело поджать, и тогда вместе с материалом это все начнет отрастать уже более ровненько. Как мы понимаем, материал в данном случае должен будет выступать таким себе своеобразным гипсом. То есть, если мы правильно загипсуем вот эти вот расклешенные вросты в материале, то они начнут отрастать ровненькие, и если мы будем делать это регулярно, то, соответственно, на выходе мы получим ровный ноготочек через какое-то время. Я не говорю, что это будет через коррекцию или через 2, это будет в течение года, может быть больше, но тем не менее реально изменить форму ноготка полностью. Поэтому в данном случае, как мы помним, у нас ногти вверх растущие. Для того, чтобы скорректировать еще и эту особенность, форму бумажный шаблон мы заламливаем вниз, для того, чтобы получился ноготочек ровненький. И с такими ногтями лучше всего и проще всего работать при помощи акрилатика, потому что он контролируемый материал, его можно выложить ровно так, как нам необходимо. Поэтому акрилатиком в один прием выкладываем полностью готовый ноготочек, следим за тем, чтобы толщина материала у нас была везде равномерная, потому что нам необходимо будет его поджать, а если толщина у нас равномерной не будет, то и подожмется ноготь неравномерно с каким-то перекосом по арке. Поэтому максимальное внимание уделяем выкладке. После того, как 10 секунд подсушится акрилатик в лампе, он уже готов на поджатие. Мы его достаем и ставим зажим на точке вроста натурального ноготка. После вместе с зажимом досушиваем полное время полимеризации и приступаем к пилу. При помощи пилочки выпиливаем полностью готовую конструкцию, поскольку выложен у нас материал был довольно-таки четко, а пил занимает не так много времени. И вот после всей этой экзекуции, когда мы окончательно сломали клиенту все пальцы, мы переходим к выкраске цветов. В данном случае эта рука у нас будет вот такая потрясающе шоколадно-шиммерная с блесточками.
Как вы поняли, ко мне собрался весь цыганский табор, который существует в Краснодаре. Все цыганские клиентки, которые любят дорого-богато, которые хотят всего побольше и сразу, все ходят ко мне, и я совершенно не имею ничего против. Поэтому на этих руках мы тоже будем напихивать невпихуемое, пытаться совместить все одновременно, вензеля, блестки, с блестками покрытия и еще немножечко сверху блесток насыпать. Итак, в качестве вот этого дополнительного цвета что я сделала? Я смешала вот этот же коричневый с капелькой желтого гель-лака, с немножечко золотой зеркальной втирки, которую я туда добавила. От этого вот он получился такой сияющий, шиммерный, интересный цвет. И при помощи этого оттенка, кстати, беленького я туда тоже добавила для того, чтобы получилась вот такая вот пастелька. И именно при помощи такого оттенка я вывожу для себя вертикальную направляющую, которая будет основой для моего будущего дизайна. Ну а в качестве непосредственно самого дизайна вензелим вензеля. Вывензелевываем вензельные вензелюшки, завензелевываем еще немножечко вензельных элементов и получаем вензельную композицию, которая вензелит нам всю коррекцию от коррекции до коррекции. Ну а если вы еще не умеете вензелить вензеля, то обязательно зайдите по ссылочке, которая указана в описании. Там есть потрясающий онлайн-курс, на котором можно поставить руку на вывензеление вензелей. Ну и, собственно говоря, о том, как вензелить вензеля, есть еще и бесплатный урок у меня на канале, поэтому, если кто-то не видел, обязательно посмотрите, ссылочку оставлять не буду, потому что поищите сами, зайдите на канал и вбейте в поисковике «Как рисовать вензеля». Собственно говоря, на этом готов, в принципе, наш дизайн. Он был готов еще на этапе вот этих вот золотых полосок. Можно было уже так оставить. Но с вензелями, согласитесь, все-таки посимпатичнее. Ну а поскольку я же говорила, что цыганский табор у меня весь, поэтому сверху всех этих вензелей, блестюшек, блестящего покрытия мы добавляем еще немножечко блестящих страз. И только после этого клиентка остается. А поскольку стразы без бульонок смотрятся вроде бы как неоконченным решением, бульонок мы сюда тоже немножечко добавляем. Вот такая композиция у нас получается.
Итак, вот такие ногти у нас с вами сегодня получились. Развитие событий, как мы будем дальше бороться с этими руками. Следите у меня на канале, не забудьте подписаться, и вы никогда не пропустите новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!